Друзья, я проведу мастер-класс по живописи портрета. Женский образ. 23 апреля в 12:30 начнем работать, в 16 часов закончим. Москва, студия недалеко от Таганки. Приходите со своими материалами. Я буду работать маслом, вы тоже можете работать маслом, любым материалом. Темпера, гуашь, акварель, что угодно, акрил. В студии есть планшеты, стулья, мольберты. Я смогу взять не более 12 человек, так что записывайтесь, шлите заявки на WhatsApp, там будет закрытая группа, и мы обсудим детали. Галина Агейчик, когда вы сочиняете композицию, этюда или картины, используйте ли понятие золотого сечения, сознательно или интуитивно. И еще в большинстве случаев в натуре цвет не так выразителен, как в этюдах и картинах. От чего вы отталкиваетесь, сочиняя цветовое решение? У Бато на холсте цвета иногда совсем не соответствуют натуре. И у вас. Спасибо. Спасибо, Галина Агейчик. Золотое сечение можно и нужно использовать. Ну, кто не знает, это примерное отношение 3 к 5, 3 к 5. Смотрите в природе, как все разумно сделано. То есть поставили, например, на этой длине кружку не по центру, а вот так. То есть вот это отношение 3 к 5. И она уже будет как-то на месте стоять. Причем и сверху то же самое. 3 к 5, да? Но не по центру. Уходите от симметрии. Symmetry – это кладбище. Ну, конечно, это игра слов по-английски. Мы за жизнь. Так вот, речь же обо мне, я использую такой принцип. Скорее, ухожу от всех правил. Когда есть правила, живопись превращается в математику. А это не математика. Смотрите, Шнитке сочинял музыку. Он же уходил сплошь от правил. У него звуки такие звучали, которые агармоничны, не гармоничны, не в тональности, чуть мимо, на полтона. И он из этого построил гармонию. Главный для него был принцип жемчужины, кстати, кто не знает. То есть он говорил о том, что, ну и многие об этом говорили, что как рождается жемчужина. В тело ракушки, моллюска, попадает песчинка, и она борется. Ей неудобно с камнем в ботинке ходить. Она обволакивает своей слизью всю эту жемчужинку, чтобы капсулировать ее, чтобы она не мешала ей вообще там жить в этой ракушке. И эта вот штука превращается в жемчуг. Этого принципа, на мой взгляд, достаточно, чтобы не следовать никаким золотым сечениям. Просто играть в неодинаковость. Мы это очень подробно обсуждаем и применяем на практике в семинарах, в живых. Собираемся, я провожу мастер-классы и работаем. Посмотрите на сайте, ближайшие мастер-классы там расписаны, принимайте участие, записывайтесь. Так вот, эту игру нужно уметь показать, нужно держать ее в памяти. Вообще в Строгановке, будучи еще на первом курсе, по-моему, какой-то профессор пришел к нам в аудиторию и сказал, мы все спрашивали, что такое композиция, что такое, дядя, расскажи, что такое композиция, как ее вообще применять. И он сказал, я вам скажу всего 3 слова, или 2, что ли. 2 слова. И если вы их поймете и будете применять в жизни, считайте, что вы прошли уже 5 лет академии, проучились. Все не одинаково. Все это все, вообще все. Вот это не одинаково к этому, и это не одинаково. Да, тут, конечно, есть отношения. Но их же тоже можно изменять. У Клода Моне человек из картины-то уходит вообще, вот вы экран смотрите, вот так он уходит туда. Какое тут золотое сечение? Голова-то где уже? Вон в экране. По отношению к этому расстоянию. Уходит. Но это работает. То есть можно изменять и это правило. Это ж не архитектура с окошечками, которые вверх, они меньше, меньше, меньше по этому правилу.
То есть, Галина, поначалу это можно применять. Как это правильно все понять, может быть, если кто-то не понимает. Ну, посмотрите, у меня есть, в конце концов, кстати, сейчас реклама. В этих основных уроках, анонс на который вы сейчас увидите, вот все об этом очень подробно сказано. И не только об этом. Там вообще огромное количество материала на примерах, вообще как мыслить, как художник мыслит. Как он из обычного сюжета извлекает композицию, как он строит ее. Минутный анонс об этом. Ребята, мы запускаем антикризисную, такую поддерживающую акцию 25% на 3 урока фундаментальных, базовых, основных. Это основы целостного видения в пейзаже, композиция в пейзаже и перспектива в пейзаже. Это основа, на которой строится видение художника. Как из всего, что вокруг, извлечь композицию и найти решение, творческое решение. На многочисленных примерах во всех 3 уроках мы разбираем основы художественного видения. Стиль, в котором вы работаете, не имеет значения, вы останетесь при нем, при своем стиле, при своих интересах, приоритетах. Но на этом фундаменте, прочном фундаменте, вы сможете построить любой красоты и дизайна здания, свое здание, рисунка, живописи, композиции. Это пакетное предложение, минус 25%. Акция продлится 2 недели, до 15 апреля. На все остальные уроки скидка 10%. Ну и теперь дальше. Галина Агейчик, второй-то вопрос был о цвете. Как вы отталкиваетесь от чего? Сочиняет цветовое решение, что пляшут цвета, все не такие. Да? Но если мы играем в композицию, почему нам не поиграть и дальше, в цвет? Причем можно играть как в сторону сдержанности, так и в сторону развития, насыщенности цвета. И почему бы нам не поиграть с тоном во имя интересного решения? И это тоже интересно. Но это какой-то этап, я считаю, дальше, когда вы вот научились, например, на велосипеде ездить, что вы не падаете сразу, вас посадили в седло вот это, поскакать, на велосипеде я имею в виду. И вы начинаете рулить, еду, не падаю, вообще нормально. Но чтобы совсем было хорошо, вы, конечно, должны какое-то расстояние проехать, прежде чем сесть на одно колесо, на одном колесе ездить, как в цирке медведь. Но он же ездит. Так я к чему? То есть вы научились на 2 колесах ездить, научились с тоном общаться, на «ты». Тогда можно и на одном, то есть отказаться от этого принципа. Что-то объединять, какие-то 2 тональности в одно. Играть и с тоном, и с цветом – это следующий этап, но это должно быть осознанно. Когда ты владеешь, когда ты мыслишь пятном, вот этот момент очень важный. Об этом можно бесконечно говорить, но и посмотреть важно. Вот, кстати, в тех 3 уроках, которые вы посмотрели, да, рекламу. И в деле на живых классах важно, важнее всего, конечно же. Это просто нужно попробовать, как мыслить пятнами, пятном. Одним к другому. Ну, все, по идее, просто. Вы видите голову мою, она теплая по отношению ко всему остальному. Да, она разделена тут на контровой свет, горячий, и этот холодноватый. Но, в принципе, это теплое. Это по отношению ко всему. Вот это уже одно пятно по отношению к другому. В тоне это самое темное, да, по отношению к другим там задним планам. Вот и складываете из этого мозаику. Все очень, в принципе, просто. Но как из этого сделать произведение, это плод бесконечных усилий. И это может не получиться. И очень многие просто спиваются, художники. Кстати, знаете, почему они спиваются быстрее, чем архитекторы? Вроде бы и те художники, кто не знает. ГОСТы архитектора душит. И он заливает эти ГОСТы. Он не может выйти за пределы ГОСТов. А художник может. Так что долой все правила.